Вот. Ну что, давайте тогда действительно о 4 ноября, о единстве и национализме. Свой монолог я закончил фразой, что наше совещание показало, заседание, что единство и национализм друг другу не противоречат. Вот давайте попробуем об этом поговорить, потому что всегда нас учили так, два националиста обязательно должны бороться друг с другом. Нет. В смысле разных национальностей. Да, я понимаю, наоборот, я вот глубоко убежден, что любой националист, он подходит именно к, если он правильно подходит к изучению вопроса, то он рано или поздно должен столкнуться с тем, что помимо любви к своей собственной нации, для того, чтобы она существовала своим соседям и прочее, прочее, он должен уважать также интересы и других наций, которые живут с ним рядом. Поэтому, мне кажется, вот тот национализм, который рано или поздно станет именно, овладеет умами, он должен быть именно тем конструктивным, который поможет и сформулировать вот это в условиях Российской Федерации, где много народов, много наций и все прочее, именно диалог. Но ведь как это сделать? Ведь неконструктивный национализм явно проще. Вот понимаете, вот это и был мой вопрос вам там, за столом, на него не хватило просто времени физически. Как это сделать? Потому что я лучше других и всем набить морду, это очень простая идеологическая схема, да? А вот то, о чем говорите вы, по конструктив, это схема довольно сложная и выполнимая. Я думаю, что в этом должен быть случай государственный подход. Все-таки должна быть власть заинтересована в этом диалоге. Потому что помимо того, что есть инициатива, если импульс есть от гражданского общества, то он должен быть услышан властью. И это, как бы сказать, эти два координата, по которым и должна двигаться вот этот понимаете, диалог. вот тут уже я готов вам отвечать, как бывший чиновник, да. Знающий, кстати, некоторые аспекты того, что вашего марша, да, я вам скажу. Хорошо, власть согласилась. Вот власть готова помочь. Что может дать власть? Власть может дать ресурс. Власть не может сама, да, уговорить людей верить в то или в это. Она может дать ресурс, она может что-то исправить там вот в подаче информации. Согласен с вами полностью. Но верить каждый должен сам, потому что верить человек может только индивидуально. Он может голосовать коллективно, а верить индивидуально. Вот здесь уже власть не поможет, она рамку может создать, но не более. И вот здесь и проблема, понимаете, вот как? Хорошо. Сегодня пока у нас наоборот получается. Сегодня у нас русский национализм, он ужесточает проблему. Вот мы здесь сидели, и это прекрасно показали, что как только мы на эту тему говорим, народ готов подраться. Причем интеллигентные и вежливые люди, да? Ну, в том-то дело, что на сегодняшний день вот даже вот власть к русским националистам все-таки до конца лицом не развернулась. То же самое, законодательство уже защищено по статье 282. Получается, когда русские националисты, начинают именно говорить что-либо именно о проблемах русского народа, то почему-то это расценивают как некое разжигание межнациональной розни и все прочее, прочее. Вот эти препоны, вот это уголовные преследования, административные преследования мешают диалогу, именно откровенному диалогу. Ну, на мой взгляд, препоны связаны скорее с малоинтеллигентностью тех, кто эти законы исполняет, чем с самим законом. Потому что борьба с разжиганием должна быть, да, вопрос в корректности определения, что такое разжигание, какие слова являются, какие не являются. Ну, в народе говорят, что это 82-я статья, статья русская. Почему-то за эту статью сажают исключительно русских националистов. Вот. Но представим себе, что все ангелы, да, статью отменили, все хорошо, вам дали телепередачу, вам дали, я не знаю, вот все, что вам необходимо. Вы думаете, после этого брюква начнет колоситься? Ничего подобного. Нет, не так вот не думаю. Я об этом вас и спрашиваю. Что делать-то? Да? Это большая серьезная работа и труд, чтобы достигнуть тех деклараций, о которых говорят русские националисты. Это может быть только в согласии с обществом в целом. Потому что если они идут к достижению цели просто несмотря ни на что, так значит они могут пойти в какую даже через кровь. А надо делать именно в согласии и в соавторстве с самим обществом. В том-то и вопрос, как? Вот для меня это большой вопрос, он даже не к вам, он вообще для меня вопрос. Ну, это вообще... Почему я и хотел этот круглый стол провести, да? Как это сделать? Знаете, то есть, для себя шаги. Да. Вот что бы вы делали, если бы я был президентом, грубо говоря, да, если бы у вас были максимум ресурсов, что бы вы стали делать? Хорошо, вот я считаю, что вот мы все знаем, что русский народ, он государствообразующий народ, да, вот де-факто. А почему это не сделать де-юре, почему не придать это конституционную значимость именно в изменении Конституции? Почему во власти не должно быть этнопропорциональное представительство тех этносов, где эта власть осуществляется?
Почему, если русских 80%, почему они не могут быть именно в низовых слоях Давай общества? начну со второго вопроса. Да. У нас была страна, в которой было этнопредставительство, называлась Ливан. 11 лет гражданской войны и пустыня. Вот чем это этнопредставительство закончилось. Я понимаю, что там другая пропорция была, да? То есть там не было одного народа, который доминировал там, на 80% занимал. Я согласен. Это отличие. Но сам подход этнопредставительства – это вечный вопрос. А вы нас правильно посчитали? А нас столько? А вас 80, а вас 70, а нас 30. И под эту сурдинку можно такую гражданскую войну устроить, что Согласен. мало не покажет. Ну а хорошо, но вы понимаете, что вот такой-то некий тупик, ощущение тупика и кризиса же есть оно? Есть, Вот конечно. Российская Федерация не отвечает требованиям, а вот современным вызовам общества, оно не отвечает. В полной мере оно не отвечает. Это по большому счету, когда вы мне задаете этот вопрос, по большому счету у государства тоже нет этого ответа. Вы понимаете, в чем дело? Ну, государство его и быть не может, поймите. Я причем не в том смысле, что я на вас нападаю и государство защищаю. А государство быть не может. Танки не летают. Да? Государство – это орган управления. Это не носитель идей. Ну, по крайней мере, государство, оно же ведь создает, это тоже люди создают те условия, в которых мы живем. Условия, да. Я поэтому и сказал, представьте, что условия созданы. Вот такой старик Хаттабыч, там, трах тебе дока, все хорошо. Дальше, вот меня дальше интересует, что дальше будет. Вот у меня сомнение, что дальше будет очень интересно, и объясню почему. Я полностью, мне нравится ваша позиция, да, иначе мы с вами здесь не встретимся. Но я прекрасно понимаю, что ломать гораздо легче, дешевле и эффективнее, чем строить. Да? Государство может создать равные условия после того, тот, кто ломает, добьется сильно большего того, что тот, кто строит, потому что это процесс более простой. Да. Понимаете? Я об этом говорю. Вот что делать, как действовать? В той же молодежке, в той же, да? Меня больше всего подростковые проблемы здесь волнуют даже. Да, вот что касаемо молодежи, наверное, все-таки молодежь, которая сейчас вообще вот именно выросла, по большому счету, без приоритетов, без каких-то авторитетов, приоритетов и заданных направлений. То есть, по большому счету, она предоставлена сейчас самой себе. То есть, получается, что высшая ценность для молодежи, это как что? Это высшее образование, а дальше что? Как вы применяете? Причем не для всей. Причем не для всей, да. Вот тогда это получается проблема, по большому счету, то, о чем мы говорим, если мы говорим о будущем, то по большому счету эту проблему должно решать вот сегодняшнее поколение молодых. Вот молодые в каком государстве хотят жить? Когда я с ними общаюсь, они тоже имеют смутное представление. Вот есть такое ощущение, что вот это прозревание той модели, которая устроила бы всех, она только начинается. Ну, понимаете, это очень опасный путь просто чисто методологически. Да. Понятно, что лучше всего жить в раю. Вопрос в том, что рай невозможно достигнуть, да? Ну, на земле. Вот товарищи 70 лет строили, результаты налицо. Поэтому идти от того, чего хочется, я не знаю, что совсем нельзя. Человек сознательное животное, и в этом смысле, да, у него есть такая возможность. Но абсолютизировать этот путь, давайте, может быть, пойдем от того, что мы можем. Я под можем имею в виду не те узкие рамки, в которых вы сейчас находитесь, да, о которых вы уже сказали, а вообще, что может современное российское общество. Да? Вот что мы можем дать этой самой молодежи, чтобы она верила в то, что пойдет на созидание этого самого общества. По крайней мере, примеры поведения положительные, потому что все-таки надо молодежь воспитывать на положительных примерах. Вот то есть должен быть набор определенных качеств, которые бы человека изменяло бы, ну не знаю, показывало его со всех лучших сторон. То есть я не понимаю, что я не буду идеализировать, потому что дело достигнуть возможно, но по крайней мере, как это говорится, желание возможно, и получишь максимум, да. Все-таки вот эту максимум ее надо задавать для того, чтобы именно получить, наконец, в конце результата, получить что-то достойное. Ну, правильно. Вот эти примеры поведения, которые абсолютно молодежь... с вами согласен, но есть вопрос, опять же, не к методам введения этих примеров, а к самим примерам. Примеры поведения, нужные обществу в целом, это вообще страшная проблема в действительности в обществе, что интересы индивидуума и интересы общества далеко не везде совпадают. А мы исходим из схемы западной, что интересы общества – это сумма интересов индивидов. Кстати, совершенно, на мой взгляд, абсолютно абсурдная схема. Да? И вы вносите некий пример, ну, к примеру, Багратион, там, я первую попавшуюся фамилию, да?
При этом понятно, что если сейчас жить как Багратион, ну в лучшем случае ты окажешься в сумасшедшем доме. Это тебе крупно повезло, да? Тебя просто повязали и отвезли туда, потому что он был князь и жил в царское время, когда как бы герой-офицер был, как бы был социально престижным, социально Сегодня социально плюс ставится у того, кто может больше денег под себя собрать, да? Так вот, опять-таки о ценностях. Но это же не только ценность, это еще и реальность. Вот я об этом и говорю, ценности мне ваши нравятся. А вот как совместить ценности с реальностью, чтобы ценности при этом не ломались? Знаете, у меня такое ощущение, что когда Советский Союз распался, то в главу угла, вот та власть, которая тогда была, поставила во главу угла именно ценность только одну – это деньги. Вот то самое пресловутое бабло, которое стало ориентиром для всех. И за эти 20 лет, за этих ориентиров вообще просто поменялся, вот почти не то, что генотип поменялся, но уже стал меняться. То есть русский человек, если он для него было понятие служить отечеству, служить там царю в царской России, да, служить родине. То есть это стало подменено не служением, а сколько ты можешь заработать. То есть критерий стал вообще по отношению к русскому человеку, сколько ты стоишь, сколько ты заработаешь. Не только к русскому, Да, это же мировой тренд. Да, я понимаю, да. Ну, по крайней мере, в России, когда это было внедрено, по крайней мере, все этим тоже увлеклись. Вот, по большому счету, задача либо это преодолеть, либо, что называется, отмотать назад и что-то такое. Так очень далеко отматывать придется, потому Тоже, что, значит, извините, преодолевать. идея того, что уровень жизни есть главный критерий социального успеха общества, а не человека, был введен, простите, пожалуйста, в программе партии, которой мы вот полвека тут... Нет, что я говорю, полвека? В 1961 году, это сколько получается? Полвека, да. То есть полвека назад уже коммунисты сказали, что главное это жить хорошо, в смысле сыто. И, собственно, нынешние демократы, они просто сняли некоторые моральные основания, которые были у коммунистов, которым снять было это неудобно, поскольку это в их религию было включено, в марксизм. Да? Вот они их до конца уже сняли и просто этот принцип довели до логического конца. Главное, мой личный живот. Да. Так что тут демократов даже бедных нельзя. Давал, помимо что хорошо жизнь, чтобы стыдно еще не было. Вот А им не стыдно? Нет, а вот надо вводить, чтобы еще стыдно не было. Все-таки надо в институт, в общество вернуть понятие совести все-таки. А да поймите, их совесть совершенно спокойно. Да нет, их совесть, ладно, оставим с ней. Те люди, которые молодому поколению, сейчас про молодое поколение. Так молодое поколение смотрит на самого успешного человека. Главный идеал это сегодняшний социальный успех в любом обществе, в любое время. Ну тогда что, по-вашему, вот вы меня так загоняете в угол, что по-вашему, что мы одеваем просто, не все ползем на кладбище, что ли, как вы говорили, Просто найти другую формулу успеха. Формулу успеха, вот, хорошо. Значит, мы должны через эти все дискуссии именно обрести эту формулу успеха. Да. Ну не только дискуссии, потому что ее же надо и в реальность воплотить. Да. Мы-то с вами уговоримся, пожмем друг другу руки и домой пойдем. А страна будет жить Нет, как жила. это чтобы стало, как сказать, ну, новым критерием вообще поведения. Ну да, но для этого мир должен чуть-чуть измениться.